Чао, мои дорогие ангелы! Сегодня я хочу помочь вам сделать первый шаг к свободному общению на итальянском языке. Мы разберем 10 важных глаголов, которые помогут вам начать говорить уже сегодня, прямо сейчас. Потому что каждому глаголу я дам полезные фразы, чтобы вы могли сразу их использовать. Они будут практичные. И, конечно же, я добавлю транскрипцию, чтобы вам было легче произносить, и чтобы вы знали, где нужно ставить правильное ударение в слове по правилам грамматики итальянского языка. Текст этого урока, чтобы вы могли распечатать и учить его в любом месте, я скину в свой телеграм-канал по изучению итальянского языка. Ну, начинаем, да? Глагол andare – идти, ехать. Это очень нужный глагол для разговоров о передвижении. Например, фраза «Я иду домой». Io vado a casa. Куда ты идешь? Dove vai? Мы едем в Италию. Noi andiamo in Italia. Глагол dovere – должен. Этот глагол нам нужен, чтобы говорить о какой-то необходимости. Например, я должен работать. Io devo lavorare. Ты должна учить итальянский язык. Tu devi studiare l'italiano. Мы должны уходить. Из какого-то там, например, вечеринки, мероприятия и так далее. Dobbiamo andare. Минутку внимания. Хочу тут вам дать полезный совет. Старайтесь повторять эти фразы вслух. Чем чаще вы их используете, именно повторяя вслух, тем быстрее вы их будете запоминать. Так устроен наш мозг. Когда мы проговариваем вслух, и запускаем артикуляцию, горло, это все, мозг, нейроны, они быстрее создают такие пучки памяти в голове. Это очень полезная практика, я вам ее очень рекомендую. Allora. Итак, следующий нужный глагол – это глагол parlare, говорить. Этот глагол поможет вам сказать, что вы говорите на языке, или вы с кем-то общаетесь, или о чем-то общаетесь. Например, я говорю по-итальянски. Io parlo italiano. Ты говоришь по-английски. Tu parli inglese. Они говорят слишком быстро, да? Loro parlano velocemente. Очень длинное слово, но полезное. Velocemente. Быстро переводится как. Еще, знаете, сокращенно, так на сленге, если говорить, вы можете слышать. Итальянцы так не часто это говорят, они говорят просто veloce. Типа быстрее, 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 veloce, veloce. Можете просто veloce. Полное слово это velocemente. Оно и красивее, так знаете, элегантнее звучит. Allora. Следующее слово volere, хотеть. Это супер полезный глагол, когда заказываем еду или говорим о своих желаниях. Этот глагол, он крайне необходимый. Он вам очень пригодится, особенно женщинам. Когда вы будете говорить со своим итальянцем, да, выражать ему свое просьба, свое желание и так далее. Например, я хочу, io это я хочу кофе. Io voglio un caffè. Можете спросить у него ты хочешь пиццу? Вы хотите, да, можно спросить, а ты хочешь? И тем самым дать намек, что вы хотите, да? Ты хочешь пиццу? Tu vuoi una pizza? Вместо пицца можете подставлять любое слово. Еще полезная фраза. Мы хотим отдыхать, да, прилечь. Noi vogliamo riposare. Riposare
это отдыхать. Кстати, у меня уже есть готовый мой курс итальянского языка для начинающих, уровень А1. Это очень практичный и очень полезный курс. Я вместе со своими коллегами разрабатывал этот курс несколько месяцев. В создании курса принимали участие более 15 итальянцев с разных регионов Италии. Я специально сразу там с юга, с севера, центра, чтобы вы слышали, кто как говорит, какие акценты, какая манера, потому что в каждом регионе, в каждом городе Италии итальянцы говорят по-своему. Еще, знаете, есть такая фраза, которая пугает начинающих изучать итальянский язык, что каждый город Италии имеет свой итальянский язык. Поэтому я и хотел, чтобы на моем курсе было записано много разных итальянцев. Мы их просили говорить определенные фразы. Это упражнение для практики, будет отдельный блок практический. С ними записано много аудио и видео учебных материалов, чтобы при обучении вы максимально глубоко погружались в разговорную практику, в настоящий итальянский язык, на котором говорят сами итальянцы, чтобы вы вот эту атмосфера живого языка была с вами. Потому что никто так не делает на всех курсах. Так, я уже слишком много говорю об этом, отклоняясь от нашей темы, еще чуть-чуть. Обычно на курсах один человек преподает, да, а это неправильно. Вы должны слышать, как говорят настоящие итальянцы, много итальянцев, потому что часто люди после курсов приезжают в Италию и вроде бы слова знаете, да, знаете, вы сталкивались с такое, а сказать что-то не можете, либо понять не можете. Вроде бы одно и то же говорить итальянец, да, те фразы, которые вы знаете, но вы их почему-то не воспринимаете, а с учителем воспринимать. Это потому что вот с одним человеком вы привыкли, да, к его манере, а к другим нет. И вот мы на курсе специально сняли видео с разными итальянцами с разных регионов, чтобы ваш мозг уже привык, выработал этот навык понимания настоящей речи, чтобы у вас не было вот этого психологического барьера, когда вы приедете в Италию, чтобы вы уже имели опыт и готовы понимать то, как говорят итальянцы. В общем, вы поняли, ссылка в курсе будет в описании. Мискузи, что я отклонился, продолжаем. Следующий глагол potere, мочь. Он помогает попросить разрешения или узнать, можно ли что-то сделать какой-то поступок или какую-то услугу. Вот классная фраза пригодится. Например, вы входите куда-то там, постучать надо ворота, дверь, la porta, войти, да, тук-тук-тук-тук. Io posso entrare, я могу войти. Еще фраза полезная. Ты можешь мне помочь? Да, там итальянцу спрашиваете, там, что-то не можете сделать, он говорит, ты можешь мне помочь? Tu puoi aiutarmi. Еще фраза мы можем здесь сесть. Noi possiamo sederci qui. Следующий глагол это essere, быть. Этот глагол нужен, чтобы говорить о себе, о других, это и даже о эмоциях, ситуациях, обо всем. Это очень важный глагол. Почти во всех фразах мы используем его. Именно у меня есть длинные пару уроков о глагол essere. Я оставлю в описании ссылку на плейлист с уроками, где отдельно каждый глагол более подробно разбираю. Там будет essere. Сможете посмотреть, узнать, вспомнить, там все кратко. И другие глаголы тоже. Allora, следующая фраза это «Я студент». Io sono studente. Он итальянец. Lui è italiano. Мы дома. Да, мы находимся дома. Noi siamo a casa. Следующий глагол это fare. Мы используем этот глагол, когда говорить о делах, действиях. Глагол fare это универсальный глагол. Некоторые итальянцы используют этот глагол как слово паразит. Везде, на все темы, и иметь он может
тоже бесконечно количество знаний, значений. Например, фраза «я делаю завтрак», да, что-то там «io faccio colazione». Неважно какой, даже не завтрак, я делаю что-то, я делаю урок, я делаю лекцию, имеется в виду там пищу, лекцию готовлю, да. Я что-то там делаю, неважно что, я делаю кофе, я делаю зарядку и так далее. Мы говорим фразу «io faccio» и дальше вставляем слово. Можете спросить там у кого-то, что ты делаешь сейчас? Cosa fai? Коротенькая, да, фраза, красиво. Cosa fai? Он занимается спортом, да, вот человек. Lui fa sport. Если она занимается спортом, lei fa sport. Следующий глагол sapere, знать, уметь. Это очень полезный глагол для знаний, умений, навыков. Per esempio, например, я знаю это. Что ты мне говоришь, не рассказываешь, я это все знаю, да. Вы говорите io so questo. Кстати, расскажу вам тут секретик. Это очень многие не знают, как произносить на итальянском q. Нужно губы делать трубочкой. Questo. Questo. Не просто обычные губы, вот как русскоговорящие славяне говорят. Да, они просто говорят questo, 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 questo. Видите, губы ровные. Questo. Так сразу видно, что вы русский человек. Итальянцы так не говорят. Итальянцы говорят трубочкой губы делать. Questo. Questo, это. Тогда звук получается правильным итальянским звуком. Вам это непривычно, потому что на русском языке нет такого звука. Вы не говорите так, да, и трубочка не говорить. Они похоже звучат, questo. Но если внимательно слушать, то звучит звук совсем разная, другая фонетика. Но это так, просто секретик, и детально фонетики будет, фонетики итальянского языка на моем отдельном курсе. Еще полезные фразы на итальянском языке с глагол sapere, знать. Ты знаешь, где он? Sai dov'è? Он умеет плавать. Lui sa nuotare. Следующий глагол, крайне важный, это avere, иметь. Этот глагол помогает сказать, что у вас что-то есть. Что у вас есть вещь, чувство, голод, эмоция, болезнь, ощущение, там ощущение всего, там ощущение холода, ощущение жарко и так далее. То есть у вас что-то есть, имеете что-то, неважно что, все может быть, даже абстрактное. Глагол avere. Например, фразы «У меня есть книга», да? «Io ho un libro». Ты имеешь собаку? «Hai un cane». Они имеют машину. «Loro hanno una macchina». Биби. Следующий глагол – это vedere, видеть. Глагол vedere нужен для разговоров о том, что вы что-то замечаете, что вы видите что-то вокруг, что вы видите что-то вот прямо перед собой, да. Например, я вижу море. Io vedo il mare. Ты видишь мою сумку? Там ищите свою сумочку, где-то забыли, и спрашиваете итальянца, ты видишь мою сумку? Ну, может, это имеется в виду фраза еще, ты видел мою сумку, да, тоже можно. Vedi la mia borsa. Ты видишь мою сумку? Ты видел мою сумку? Мы видим тебя. Ti vediamo. Allora, этих 10 итальянских глаголов помогут вам быстро заговорить на итальянском языке. Я в вас верю, у вас все получится. А если вы досмотреть этот урок до конца, то вы большая молодец, умничка. Это говорит о том, что вы уже на шаг ближе к свободному разговору на итальянском языке. Браво! Еще больше учебных материалов
распечатки, уроки, картинки с обучением, книги я тоже публикую в своем Телеграме. Напишите в комментарии, какие из этих вот всех фраз вам больше всего понравилось. Когда вы что-то пишете на итальянском, даже печатаете, даже просто комментарии на итальянском, это тоже помогает нашему мозгу запоминать новый материал. Все. Целую, обнимаю. Бачо.